Представь, твой телефон разрывается от сообщений. Одно за другим. Десятки, сотни. Пишет женщина, с которой ты недавно встречался. Не жена, не невеста, не большая любовь всей жизни. Короткий роман, который должен был закончиться так же спокойно, как начался. Но она не отпускает. Сначала сообщения злые, потом ревнивые. Ты пожалеешь. Я уничтожу тебя. Я вижу твой дом. Я наблюдаю за тобой. Она пишет твоей бывшей. Она пишет твоей матери. Угрожает твоей работе. Потом находит ее машину, брошенную на парковке. И все вокруг постепенно соглашаются. Да, эта женщина опасна. Она сорвалась. Она стала сталкером. Ты боишься ее не день, не неделю, не месяц. Ты боишься ее годами. Итак, Омаха, штат Небраска. Обычный автосервис. Именно здесь Дэйв Крупа впервые встречает Кэрри Фарвер. Дэйв – автомеханик. Он после тяжелого разрыва, он не ищет серьезных отношений, только легкие свидания без обещаний, без планов на будущее. Кэрри – 37 лет. Она мать сына-подростка, программист. Она приехала в Омаху по работе запускать крупный софтверный проект. Между ними появляется симпатия. Они начинают встречаться. Ужины, ночевки, переписка. Для Дэйва все выглядит удобно и спокойно. Взрослая умная женщина, без лишней драмы. Он не скрывал, что Кэрри была не единственной женщиной, с которой он встречался. Была еще одна. Ее звали Лиз Гальяр. И однажды Кэрри выходит из квартиры Дэйва и в узком общем коридоре сталкивается с Лиз. Всего несколько секунд. Две женщины смотрят друг на друга. Кэрри проходит мимо. Для нее это просто неловкий момент, а для Лиз нет. Иногда человек еще не понимает, что его уже выбрали врагом. 13 ноября 2012 года Кэрри снова ночует у Дэйва. Утро совершенно обычное. Дэйву нужно рано на работу. Кэрри остается у него дома. Она может встать позже. У нее свой график, свой проект и свои дела. Дэйв выходит из квартиры. Он еще не знает, что с этого утра его спокойная жизнь закончится. Через несколько часов он получает сообщение с телефона Кэрри. Она предлагает ему съехаться и жить вместе. Дэйв удивлен. Они знакомы совсем недавно. Для него это слишком быстро. Он отвечает, что не готов к серьезным отношениям. И почти сразу тон меняется. Теперь это уже не спокойная Кэрри, не взрослая женщина, не программист, которая утром должна была вернуться к работе. Сообщения становятся яростными. «Ты пожалеешь, я уеду, ты меня больше никогда не увидишь». На первый взгляд это выглядит как эмоциональный срыв после отказа. Вечером Дэйв возвращается домой. Кэрри нет, ключи оставлены. Все выглядит так, как будто она просто ушла. Он думает, ну хорошо, остынет. Но она не остывает. На следующий день сообщения начинают сыпаться лавиной. И теперь они приходят не только Дэйву. Лиз показывает ему телефон. Ей тоже пишет Кэрри. Угрозы, оскорбления, ревность. «Я знаю, что ты спишь с Дэйвом. Я уничтожу тебя. Я сожгу твою жизнь». Дэйв пытается позвонить Кэрри, но она не отвечает. С ее номера идут только сообщения. Тем временем мать Кэрри Нэнси начинает бить тревогу. Дочь не приезжает домой, не забирает сына, не появляется на работе и не выходит на нормальную связь. Но для окружающих все выглядит иначе. С телефона Кэрри идут сообщения. Она угрожает всем, ревнует, оскорбляет. Значит, она жива, значит, она сама скрывается.
За несколько дней Кэрри меняется в глазах людей. Она становится не той, кого надо искать, а той, от кого надо прятаться. Проходит неделя, потом месяц, потом еще один. А сообщения продолжаются. Дэйв меняет номер телефона, но Кэрри снова его находит. Лиз снова и снова показывает новые угрозы, а Нэнси, мать Кэрри, получает холодные ответы от дочери, которая раньше никогда не исчезла бы из жизни сына без объяснений. От Кэрри остается только текст, и постепенно появляются детали, которые не складываются. Если Кэрри жива, почему ее никто не видел? Если она скрывается, почему не пользуется банковскими картами? Если где-то начала новую жизнь, то где билеты, камеры, свидетели? И почему за все это время никто ни разу не слышал ее голоса? Ни одного звонка, ни одного живого разговора, только буквы на экране. Теперь для полиции вопрос звучит иначе. Где на самом деле находится Кэрри Фарвер? А потом все выходит за пределы телефона. Лиз звонит Дэйву и говорит, что кто-то испортил ее гараж. На стене краской выведена грязная надпись. Лиз заявляет в полицию. А позже случается пожар. Дом Лиз загорается. Огонь уничтожает все ее имущество. В пожаре погибают ее домашние животные. После этого версия о Кэрри Сталкере становится почти железной. Теперь это не просто сообщение, это ущерб, это краска на стене, пожар и мертвые животные. Испуганная Лиз. А затем с аккаунтов Кэрри приходят новые письма, и в них она берет ответственность за пожар на себя. Лиз выглядит жертвой. Дэйв чувствует вину, но позже станет ясно. Часть этого кошмара не была хаосом. Это была постановка. И чем страшнее выглядела Кэрри, тем меньше людей спрашивали, где она сама. К 2015 году следователи начинают смотреть не на эмоции, а на технику. Откуда идут сообщения, кто создает аккаунты, с каких устройств в них заходят. И главное, кому было выгодно, чтобы все продолжали бояться Кэрри. Первый серьезный удар – телефон Лиз. В нем находят десятки фальшивых имейл-адресов с вариациями имени Кэрри Фарвер. Ни один аккаунт, ни случайная переписка. Целая сеть, через которую кто-то годами мог писать от имени исчезнувшей женщины. Там же находят приложение, которое позволяло заранее планировать отправку сообщений. И теперь становится понятно, почему угрозы от Кэрри могли приходить тогда, когда Лиз сидела рядом с Дэйвом. Она показывала ему телефон. «Вот смотри, мне снова пишет Кэрри». И выглядело это так, будто Лиз тоже под ударом. Потом проверяют IP-адреса. Один из важнейших следов выводит к дому Лиз. После этого полиция приходит к ней с обыском. В цифровых архивах Лиз находят удаленную фотографию автомобиля Кэрри. Эксперты выясняют, Лиз сделала этот снимок за месяц до того, как полиция вообще обнаружила брошенную машину. В квартире Лиз находят вещи Кэрри, цифровую камеру и видеокамеру. На одной из записей Кэрри всего за 2 дня до исчезновения говорит, что кто-то испортил ее машину. Теперь Лиз связана уже не только с перепиской. Она связана с реальной жизнью Кэрри перед исчезновением. После этого машину Кэрри осматривают тщательнее. Под тканью пассажирского сиденья находят пятно крови. Экспертиза показывает, это кровь Кэрри Фарвер. И только тогда становится ясно, женщина, которую годами считали сталкером, все это время уже не могла написать ни одного сообщения. Версия безумной преследовательницы рушится. Кэрри была не угрозой, она была жертвой. После этого история собирается заново.
Сообщения, фальшивые аккаунты, пожар, новые номера и роль Лиз как испуганной жертвы. Все это больше не выглядит хаосом. За именем Кэрри все это время стояла Лиз Гальяр. Она не просто избавилась от соперницы. Она продолжила использовать ее после исчезновения. Писала от ее имени, превращала ее в угрозу. Заставляла людей бояться женщины, которую нужно было искать. И в этом главный ужас дела. Настоящая Кэрри не могла прийти и сказать «это не я», не могла объяснить, не могла защититься, не могла вернуть себе свое собственное имя. Убийца не только спрятала тело, она заставила мертвую женщину стать преступницей в глазах живых. 15 августа 2017 года Лиз Гальяр признали виновной в убийстве первой степени. Это был не суд присяжных. Решение выносил судья. Тело Кэрри так и не нашли. Лиз не призналась. Даже после приговора она продолжала отрицать вину. За убийство она получила пожизненное заключение. А за поджог собственного дома еще 18-20 лет. Но после ее ареста произошло то, что трудно было объяснить случайностью. Голос Кэрри исчез. Годами Кэрри находила способ писать снова и снова. А после ареста Лиз замолчала. Кэрри Фарвер так и не нашли. Ее мать так и не получила главного ответа, где ее дочь. Убийца забрала не только жизнь Кэрри. Она забрала у семьи даже место, куда можно прийти и попрощаться.